Сегодня мы едем в Богородский район на финал Кубка, в город Ногинск. Заходишь и первое, что видишь, правильно, это фан-сектор футбольного клуба «Электроугли». Ну а всех остальных мы за фанатов не считаем. Можно отметить оригинальность этого заряда, мне понравилось. Романтика! Приветствую, с вами Ваня Романтик. Лето медленно, но верно подходит к своему завершению, поэтому надо успеть использовать теплые деньки для того, чтобы покататься на велосипеде. Сегодня 14 августа, день физкультурника, можно сказать, мой профессиональный праздник. Ну а какой же праздник без футбола? Сегодня мы едем в Богородский район на финал Кубка, в город Ногинск. Погнали! Миссия накачать колесо прошла успешно. Все, теперь едем в Ногинск. Первый небольшой пит-стоп, мы доехали до города Ивантеевка, который как раз находится по пути к Ногинску, если ехать из Пушкина. Зашли быстренько в красно-белое, купили себе сладкого, чтобы наполнить себя немножко энергией и крутить педали дальше. По таймингу что-то мы дико отстаем. Я думал, что нам достаточно будет минут 40, а уже прошел час 20. Надеюсь, что приедем к матчу, хотя бы к началу. Планировал я приехать часа за 2 до игры, но пока что не получается набрать нужную скорость, потому что едем по населенным пунктам, то на светофоре остановился, то еще где-то. Но дальше будет попроще. Сейчас держим путь в сторону Щелково. Если ты видишь локаторы, то Щелково уже рядом. Едем по Щелково. Движение на дороге плотное, снимать неудобно, поэтому транзитом проедем по городу и двинем дальше. Нормальная дорога кончилась, но зато и машин нет. С одной стороны ехать не очень удобно, а с другой очень удобно. Еще 1 час в пути, только что выехали из города Щелково и приехали прямо на дорогу, которая проложена между 2 карьерами – Амерьевский и Кожинский. Выглядит довольно красиво, жаль, на дроне не получилось долго полетать, потому что здесь неподалеку есть аэропорт, но, соответственно, в зоне аэропорта надо авторизировать дрон, и, в общем, это очень все геморройно. Совсем чуть-чуть полетал, давали 1,5 минуты, очень все это живописно, в принципе, как и здесь, тоже очень классно. Небольшой перекур, как говорится, и едем уже дальше. Дальше у нас будет такая более живописная дорога, поэтому надеюсь, что у нас будет время, чтобы останавливаться, что-то снимать. В коттеджном поселке возле водохранилища просто шикарная дорога. Скорость еще больше снизилась, быстрее бы пешком было дойти. Просто капец. И тебе привет. Как дела? Обозри пиво, светлое и темное, эль, пшеничка нефильтрованная, балтийский портер или стаут. Продолжаем наш путь в Ногинск. Сейчас мы в поселке или в городе Свердловский. Заезжали посмотреть на бывшую суконную фабрику Четвериковых. Для своего удивления мы только что встретили местную пивоварню. Пивоварня называется Магир-Бир. Я не смог не сделать обозри пивас. Взяли просто по чуть-чуть сделать пару глотков сейчас. Блонд Эль называется пиво. Будем его сейчас пробовать. Ну, запах многообещающий, вкусно пахнет. На вкус, конечно, мне кажется, это не совсем блонд Эль. Такое прям горьковатое пиво. На цвет, к сожалению, его не посмотреть, потому что оно в таре. Но сейчас жажда хорошо заходит, но, думаю, много бы я такого пива не выпил. Романтика!
По пути от пивоварни далее в сторону Ногинска мы наткнулись нечаянно на футбольное поле, и оно не пустует, что самое приятное. Здесь играют мужики 8 на 8. Интересно, проводятся ли здесь матчи 11 на 11. Не слышал я, по крайней мере, что команда из Свердловского участвует там на соревнованиях Мособласти. Может быть, на каких-то районных соревнованиях они все-таки принимают участие, но сейчас подход довольно серьезный. Парни поделились, одни одели манишки. У нас раньше такого не было, по крайней мере. Ну и, кстати, это не поле, а все-таки стадион, потому что здесь по периметру стоят лавочки, на которых могут сидеть зрители. У нас особо нету времени, поэтому здесь задерживаться не будем и едем дальше. Заезжаем в следующий пункт на нашем пути, Лосино-Петровский. Тут тоже есть стадион, как и в Щелково и в Ивантеевке. И команда выступает на чемпионат Московской области. Из-за того, что мы спешим к началу матча, заезжать на стадионы мы не будем. Лучше как-нибудь посмотреть на стадионы вместе с матчем. О, первый указатель на Ногинск, значит, мы уже рядом. Едем. Друзья, просто не передать, как у меня сейчас болит жопа, но мы это сделали. Мы доехали в город Ногинск. От нашего места дома до сюда 55 километров. Мы преодолели это примерно за 5 часов. Не очень быстро, но в принципе держали темп. К сожалению, приехали все равно с 50-минутным опозданием относительно плана, но у нас до футбола есть еще час. Надеюсь, успеем хотя бы проехаться по центру. Если получится, то что-то поснимаем. Если не получится, не поснимаем. Но я думаю, наш маршрут все-таки однозначно заслуживает лайк, который ты должен поставить. Буквально еще 10 минут езды на велосипеде, и мы уже, считай, в центре города. За моей спиной Богоявленский собор. Наверное, именно из этой точки надо начинать знакомство с городом Ногинском. Вокруг очень много различных исторических зданий, которые, я надеюсь, мы сегодня по максимуму успеем посмотреть. В целом город был раньше, можно сказать, одной большой фабрикой, потому что в 19 веке и уже потом в послереволюционное время, в 20 веке, здесь открывали очень много фабрик. Одна из них была Глуховская фабрика, которую открывал Арсений Иванович Морозов, если мне не изменяет память. Как раз именно в тот район мы поедем на стадион «Знамя», где сегодня и будет матч. Почему-то только в Ногинске бросилось в глаза то, что первый этаж исторических зданий сделан из камня или из бетона, как правильно, а второй этаж стандартно деревянный. Кажется, мы приехали. Крутая входная группа. Успешно добрались до территории стадиона «Знамя», как раз здесь я сейчас и нахожусь. Сразу хочется отметить входную арку. Входная арка, конечно, шикарная. Видно то, что это прям предок какой-то, да, советской эпохи, советская архитектура. Выглядит круто довольно-таки. Еще здесь очень интересная архитектура самого стадиона, потому что стадион построен на территории велодрома. Велодром здесь появился аж в 1908 году, то есть ему уже более 110 лет. Ну а поле появилось чуть-чуть попозже. Ну что, идем на территорию. Вход довольно лайтовый, товарищи полицейские очень дружелюбные, как и Росгвардия. Интересно, так все-таки происходит на любительских матчах, на финале Кубка, или на Знамени также все очень просто? Заходишь и первое, что видишь, правильно, это фан-сектор футбольного клуба «Электроугли». Вы сегодня номинальные хозяева или нет? Конечно! Да? Вот, номинальные хозяева «Электроугли» сегодня встречаются с командой «Легион» из Ногинска. Это финал Кубка Богородского района. Раньше город Ногинск назывался Богородск до 1930 года. Потом его переименовали в Ногинск в честь революционера Нагина. Кубок проводится в честь Григория Ивановича Федотова, уроженца города Ногинска, если быть точнее, района Глухова. То есть мы сейчас, да, немножко поодаль от центра. Именно здесь, в казармах Глуховской фабрики, он вырос, играл в футбол.
и на этом поле в том числе. Ну, конечно, не на этом поле, сейчас тут искусственный газон, никакого интереса не представляющий. Ну, а раньше была поляна футбольная, после чего его заметили и забрали уже в команду ЦСКА высшей лиги, где он самый первый добился результатов 100 голов. Сейчас есть такой даже рейтинг Федотова. Игроки, которые в российском чемпионате забивают более 100 голов, попадают в этот список. Ну и вот его назвали в честь Федотова, который сделал это первым. Да, на финал Кубка явно очень неплохая явка. Да, еще и с фанатизмом, очень круто. Электроугли, футбольный клуб «Легион». Рядом со мной мой тезка Иван. Как и когда вообще появилось фан-движение в вашем городе? Лет 5-6 назад была команда, она была достаточно давно. И я переехал в город, а футбол в крови же. И ездить каждый раз в Москву это вообще неинтересно. И топил за угли. Собрал ребят, собрал какой-то костяк небольшой, там человек 10. 8-10 человек. И понеслась, скажем так. Первый сезон откатали все матчи. У нас команда, скажем так, осталась в жопе. А уже второй взяли хет-трик, кубок забрали Федотова, взяли лигу, взяли по мини-футболу. Ну, то есть вообще все круто получилось, пробили вообще все выезды, все вообще прям по-взрослому, назовем это так. На следующий год, там, еще через год уже там призовые 1, 2, 3 места. Я уехал из Электроуглей 4 года назад. На финал, естественно, я не мог не приехать. Я, если честно, вот в прямом смысле обалдел от того, что это аж 63-й розыгрыш. Он проводится с 1958 года. То есть уже более полувека команды играют и выигрывают кубок. Самое главное, это, наверное, конечно, не кубок, а возможность потом, если они выиграют еще одну игру, это суперкубок. Команда, выигравшая суперкубок Богородского района, она будет встречаться с ЦСКА. Если раньше это прям, наверное, было престижно, потому что можно посмотреть, где команды играют с ЦСКА, и там выступают прямо футболисты с основной команды, такие как Вагнер Лав, Олич и так далее, то сейчас, конечно, это, наверное, уже не так круто, потому что ЦСКА в основном приводит молодежный состав, но все равно сам факт, то, что любительская команда выступает с профессиональной, это очень круто. Наверное, самое оригинальное сочетание футбола, которое я видел. Матч ТВ и ЛДПР. Сильно. Верим в команду! Верим в команду! 16-я минута матча, счет открыт, вперед уходит Легион, 1-0 в пользу Легиона. И если на предматчевом разогреве девушка спрашивала трибуны, кто за кого болеет, то и мне казалось, то, что численное превосходство за Электроуглями, то сейчас очень много людей порадовалось голу Легиона. Стоит отметить, что футбольный клуб Электроугли, насколько я понял, организовывал там несколько автобусов, чтобы привезти сюда болельщиков. Ну и также написала, как вообще добраться до Ногинска, хотя я думаю, тут на районе все знают, как добраться до Ногинска, потому что до Углей не так далеко ехать, но все равно, я думаю, это похвально, особенно для любительского дивизиона. У
вас матчи в чемпионате проводятся в будние дни. Насколько проблематично в этом плане посещать матчи? Да, матчи все всегда в 19:00, в принципе, все с работы успевают приезжать. Но, опять же, сейчас сезон так построен, что октябрьские матчи все идут в 12 часов по воскресеньям. То есть там вообще все дома, всегда проблематично, но 12 часов единственный выходной ездить на футбол, это, конечно, вообще сильно. Но ездим. Если первое упоминание о городе было в 1389 году, тогда это было поселение Рогожи или Рогож, то команды, которые встречаются сегодня и борются за кубок, немножко помладше, конечно. Футбольный клуб «Электроугли» появился, мне точно не удалось найти информацию, но я думаю, что где-то в 20-30-х годах прошлого века, по крайней мере, про вот это время я нашел упоминание этого клуба. А футбольный клуб «Легион», он совсем молодой, появился в середине прошлого десятилетия, вроде бы в 2014 году. Кстати, забавный момент, первые года команда называлась «Автоколонна 183» или 783. Очень интересное оригинальное название, но сейчас это «Легион». Первые года, опять же, команда была аутсайдером чемпионата Богородского района, всем проигрывала, занимала последние места, но вот за последние года очень выросла в качестве и в своем уровне. Ну и сейчас она реально претендент на победу в кубке, как минимум пока что они ведут со счетом 1-0. Ну что, первый тайм подошел к концу, 1-0. Настало время пойти проверить велики и прогуляться около стадиона. Да, складывается ощущение, что после перерыва «Электроугли» не вышли из раздевалки, еще, по крайней мере, психологически, потому что за неполные 2 минуты они успели умудриться пропустить дважды. Поэтому счет 3-0 в пользу «Легиона», я думаю, уже вопрос о победителе снят, хотя это любительский уровень, все может быть. Возможно, сейчас «Угли» соберутся и как выдадут трешку, как минимум переведут тогда игру в дополнительное время. Прошла еще минута, и «Электроугли» забивают гол. 3-1. Я думаю, будет интрига еще в этом матче. За голом «Углей» последовал еще один гол «Легиона», и в этот момент появились фанаты, которые, видимо, поддерживают «Легион», либо болеют против «Углей», не знаю, если честно, но с противоположной стороны трибуны доносятся заряды «Туши угли». Можно отметить оригинальность этого заряда, мне понравилось в этом плане. Интересно, это именно чьи болельщики, да, потому что в первом тайме их не было. Кого еще выделишь из фанатов других команд вашего района? Труд, ФК «Труд». Вот они здесь и сидят. Не раз мы вместе ездили топить за «Труд», они топили за нас, как сейчас они опять же с нами. Ну а всех остальных мы за фанатов не считаем. Приехать на одну игру, посмотреть, покричать, как здесь, это не фанатье, это ерунда. Вот съездить на все матчи своей команды, у Обухова появилось фанатье, это я слышал как раз в этом сезоне. Больше ни у кого фанатей не видим. У меня уникальная возможность без аккредитации подойти к кубку, снять кубок. А с другой стороны там портрет Федотова. Не будем сильно напрягать стюардов. Вот. На табло уже тем временем счет 5-1. Спасибо большое. Вот, 5-1. «Легион» забил с пенальти 5-й гол. Если 3-0 в начале тайма, еще
еще было не решено, кто выиграет, то 5-1, я думаю, что шансов у электроуглей уже маловато. Но будем смотреть дальше. Матч подошел к концу, окончательный счет 5-2 в пользу Легиона. Думаю, болельщики электроуглей, конечно, расстроились довольно сильно, но зато болельщики Легиона остаются на трибунах, чтобы посмотреть награждение. Вот фанаты электроуглей потихоньку собираются и сворачивают баннера. Тем временем на поле Легион только что качал своего тренера, видимо. Почему-то сектор, который кричал про туши угли, сейчас кричит «Легион сосать». Непонятно. Потихоньку организаторы выносят кубки. Мы сейчас уже поедем домой, потому что надо бежать, надо ехать на велосипеде, на электричку. К сожалению, само награждение не застанем, но зато застали мы тот факт, что Легион стал обладателем кубка. Если тебе понравился этот влог, обязательно поставь ему лайк, потому что мы сегодня очень долго крутили педали, чтобы сюда приехать и посмотреть все это дело воочию. Ну и главное, показать именно тебе, какой у нас есть в России любительский футбол. Конечно же, подпишись на канал, чтобы не пропускать следующие влоги, нажимай на колокольчик, тебе будут приходить уведомления. Ну и отдельное спасибо я хочу сказать тем, кто делится этим видео в своих соцсетях. Вместе мы делаем аудиторию этого канала больше, соответственно, больше людей узнают про низшие лиги. Дух фанатизма и дух футбола живет в низших лигах. Не прощаемся. Ага, уехали мы. Подошли к великам, а тут такой подарок. Причем в перерыве все нормально было. Получается два варианта. Либо кто-то спустил, либо оно само каким-то мистическим образом так быстро спустилось. Ну ладно, не сильно расстроились, а остались с парнями посидеть за столом. Вот так вот отмечают поражение. С фанатами электроуглей, часть фанаты труда из Старой Купавны, часть пришли на платформу, электричка через 1,5 часа, поэтому пивас нам в ожидании. Все, что было до этого, вы видели на кадрах. Ну, короче, я думаю, дорога обратно будет веселой. А завтра ехать снимать новый влог. Все, я сейчас...